Вы просили рассказать подробнее про мод, который делает возможным вот такие вот информационные панели. Соответственно, давайте пройдемся по ним. Во-первых, радар. По дефолту он работает на 3 километра. Вот это его дефолтное состояние. Вот чуть-чуть расширенный радар на большем экране. Я вижу сигналы, которые поступают отовсюду. К примеру, вон какой-то сигнал и вон какой-то сигнал, и вот они отображаются на радаре. Если это будет враг, если он будет красный, он будет тут красным. Это можно было видеть в предыдущих отчетах, особенно когда на меня кто-то нападал. Далее, энергетическая панелька. Тут, во-первых, объединено два экрана, чтобы сделать его квадратным, но, как вы понимаете, размер может быть любой. Кстати, вот красный сигнал, и вот оно появилось. Вон он. Ну да неважно. Тут просто отображается потребление, сколько база потребляет, production, сколько создает энергии, и зарядка. Это, я так понимаю, про батареи. Соответственно, если происходят какие-то пиковые значения, оно тут отображается. Но это так, общая просто информация про энергию. То же самое про батарейки. Я показывал, что оно отображает заряд вот этих вот батареек и вот этих батареек. Вот оно все тут есть. Про заполненность газом отображает, насколько заполнены баки. К примеру, тут стоит бак, там стоит бак, внизу стоит бак. Вот оно все это отображает. Инвентарь. Инвентарь можно выводить как отдельный какой-то предмет, например, лед, который мне нужен для системы ирригации. Ну, просто знать, сколько льда у меня на базе. Так и можно выводить, к примеру, боеприпасы. То есть это тоже инвентарь, но выводятся только боеприпасы. Или же вот это инвентарь, выводятся слитки и руды. Соответственно, можно вывести на вот огромный дисплей еще там компоненты и прочее. Это, в принципе, наверное, все, что я использую. Да, это, в принципе, все, что я использую. Теперь показываю сам мод. Я думаю, название я закреплю где-нибудь в углу экрана на протяжении всего вот этого вот фрагмента. Это не скрипт, это именно что мод, который, я так понимаю, объединяет в себя кучу скриптов. Мы выбираем дисплей, выбираем программу, и по дефолту у нас есть вот такие программы, типа там часы, энергия, горизонт, все вот это. Мы листаем чуть-чуть ниже, и все это по дефолту заканчивается, ну, примерно вот тут, на погоде. Так, начнем с антенны. Я не сильно разбирался, что это, но я так понимаю, тут я могу включать-выключать свои антенны. Не знаю, кому это полезно. Заполнение газом, соответственно, то, что я показывал. И по дефолту тут отображается все, что присоединено к текущему гриду. Крутим в самый низ, ну, почти в самый низ. И вот, тип связи. Все, что физически соединено. Я могу выбрать локально, тогда будет отображаться только то, что на станции. Боже, заполнение грузом, а не газом. Сорян, не увидел. Ну, это нужно для, к примеру, бурового корабля, когда вы не знаете, сколько у вас там заполнено контейнеров, а тут можно будет посмотреть. Кстати, все это можно смотреть через Alt. Зажимаете Alt и крутите колесиком мыши, либо там кликаете куда-нибудь сюда. Вот, какая-то информация дополнительная есть. Далее, фоторамка. Я без понятия, что это. Выравнивание стыковки. Это тоже один из популярных модов, где можно поставить такой вот выравниватель, и он будет помогать вам стыковаться. Энергетическая панель я вам уже показывал. Это вот то же самое, что стоит вот тут, но в маленьком варианте. Опять же, можно куда-нибудь сюда нажать, что-то поделать.
как-то поменять вот это вот под себя. Ну, вы разберетесь. Информация о ферме. Ага. Прикольно, кстати. У меня вот тут вот стоит фермочка. Тут стоит 3 таких вот фермочки. И, видимо, оно дает информацию о том, сколько осталось минут до созревания игры. Ну, ребят, играете в шахматы. В принципе, тут, наверное, еще другие игры есть, да, сапер. Блин, ну это круто. Это круто, не знаю, кому это надо, но может кому-то понадобится. Заполнение газом. Опять же, крутим в самый низ, ставим локальную и получаем то же самое, что и вот тут. И, конечно, все это можно настроить от размера шрифта до самого шрифта и, конечно же, до масштаба. Масштаб нужен не только тут. Экран, сетка, список. В общем, разные форматы, разные цвета. К примеру, сделал текст черным и так далее. Питание. Я даже не знаю. Я такое, кстати, не использовал. Это, видимо, отображение того, насколько сейчас работают источники питания. То есть у меня стоят батареи, которые могут все запитывать. Водородные баки у меня не стоят, поэтому оно красное. И реакторы, которые вот стоят на фоне, крутятся. И, видимо, вот столько они сейчас выдают. 2%. Если что-то произойдет, они будут выдавать намного больше. Внутриигровые часы. Ну, кстати, если настроить эти часы, я думаю, они будут клево выглядеть. Предпросмотр структуры. Не знаю, что это. Возможно, сюда можно как-то что-то загрузить и предпросмотр сделать. Инвентарь я вам уже показывал. Вот его дефолтный вид. Нажимаем Alt. И можем покрутить, посмотреть, что у нас вообще есть. Но в идеале это все выводить на двойные экраны. То есть берем 2 экрана, ставим их вертикально и выводим. Я покажу позже с помощью какой штучки. Это дефолтный экран, кажется. Он просто что-то обозначает. Возможно, я не прав. Не знаю. Вот это экран, который выводит информацию про всякие блоки, которые продаются. То есть я, к примеру, вижу, что вот корабль продается, и могу посмотреть его цену. И это клево. Это клево. Можно это, опять же, вывести на большой экран и мониторить цены на станции. Я, правда, не знаю, на какой станции это все происходит. Возможно, это все можно настроить, но это уже надо сидеть разбираться. Далее заполнение энергии. Все то же самое, что и вот тут. Просто, опять же, под себя настраиваете это, как оно выглядит и так далее. Проектор. Опять же, я так понимаю, сюда можно как-то что-то загрузить, и тут будет какая-то проекция, не знаю. Тактический радар. Опять же, мой радар, но нажимаем Alt и вот колесиком приближаем, уменьшаем. Вон снизу дистанция. Вот, появился сигнал, я его вижу. Если я приближу, я его видеть не буду. Можно, в принципе, отдалить вот настолько и видеть еще вот какой-то сигнал. Кстати, интересно, я могу на него кликнуть? Нет, не могу. Прокси отрисовки. Это именно то, о чем я и говорил, когда сказал, что покажу, как это сделать. Как видите, этот экран, вот, это экран 1 на 2. И это экран 1 на 2. Вместе мы получаем 2 на 2. Изначально только тут была панелька про энергию. Но потом я добавил сюда еще один экран. И с помощью прокси отрисовки выбрал снизу дисплей, который хочу как бы продлить. И с помощью вот этой вот автоматической настройки я его продлил, и теперь у меня квадратный дисплей, который отображает вот эту вот информацию, вместо того, чтобы оно было на вот таком вот маленьком дисплее. То есть,
Если вам где-то не хватает информации, к примеру, вот тут вот скоро слитки заполнят все, и мне нужен будет еще дисплей, я могу, в принципе, сюда добавить еще дисплей маленький, который будет помогать этому экрану. Следующее — звездная карта. Звездная карта на корабле показывает, к примеру, на какую планету я сейчас смотрю. То есть, если я поворачиваюсь в сторону планеты, планета у меня в той стороне, я буду ее видеть у себя на большом экране. На станции я не особо понимаю, что она мне показывает. Щелкните по планете, окей. Я сейчас на планете Пертам, возле планеты Пертам. То есть я, по идее, где-то тут. Да, и я могу посмотреть информацию. Вот, я взял свой большой экран, и, как видите, я смотрю сейчас на планету Пертам, и вот по ней информация. В принципе, довольно-таки прикольно. Можно увидеть, какая гравитация, можно увидеть радиус, атмосферу. Ну, это если вы не шарите, что это за планета и какие на ней условия. В принципе, выглядит клево. Тяга нужна только для кораблей. Она показывает ускорение и, в принципе, информацию о том, куда вы летите, с какой скоростью, в какое направление. На этом, я думаю, все. По сути, экспериментируйте, ставьте себе вот такой вот экранчик. И, ну, к примеру, мне нужна информация про какой-то предмет. Я выбираю инвентарь, кручу в самый низ. Есть, во-первых, выбор из блоков, какие блоки я хочу видеть, либо же выбор из типа ресурсов. К примеру, хочу видеть компоненты. Добавляю. Обязательно, ну тут, кстати, фильтры есть всякие. Обязательно выбираю локальный корабль, потому что так это показывает все, что в принципе присоединено к станции, то есть все, что есть на кораблях. Я хочу видеть только информацию по станции и выбираю там список отображения. Можно так отображать, можно так отображать, и можно дополнительно это все настраивать. Вот тут все это настраивается, цвет вручную, тут все выбираете, короче, настраиваете. Вот. И видно, сколько у меня есть компонентов на базе. Там 5000 стальных пластин. Хорошо, все, посмотрел, чего-то не хватает. Хочу, например, вот это вот. Радиокомпоненты хочу. Кстати, вроде как можно вот прямо отсюда заказывать, но, сори, это чуть-чуть неудобно сделано, просто демонстрация. Можно, к примеру, через Alt это все кликать. Хочу там сделать 10 штук, произвести. И вроде как это все должно производиться. Но я вот не уверен. Ну, кстати, да. Кстати, да, вот они. 9 штук произвелось. То есть вы прямо отсюда можете что-то производить. Но, опять же, сделано это не особо удобно. Допустим, 25 штук произвести. Вот, оно все делается. Блин, клево, клево. Надо будет поиспользовать это. В общем, вот так это все выглядит. Опять же, название мода и ссылка на него будет в описании. Пользуйтесь. Мне кажется, это очень клевый мод. Он намного круче, чем, знаете, вот этот, который отображает буквально все то же самое, но нужно сидеть, прописывать какие-то там проценты, инвентарь и всякое такое. Это слишком душно, а тут уже все сделано за нас, и мы просто выбираем, что отображать. Захотели посмотреть это, посмотрели это. Кликнули, посмотрели информацию, что это такое. Вот, 9-я батарейка, про нее информация. Клево, клево. Все. Я думаю, я объяснил все, что мог.